Всем привет! Вчера вы видели падение биткоина и хорошее восстановление. Также вы видели, я запустил видео. Готовил я его до падения биткоина, но так сошлось. И как вы видели, в описании я написал, многие криптовалюты сейчас в минусе. Как вы заметили, при коррекции биткоина большинство валют пошло вниз и упали сильнее, чем биткоин. Некоторые из них не восстановились, некоторые более стоящие проекты восстановились в цене, а некоторые валюты, когда падал биткоин, не сильно упали. Очень много людей, которые приходят на рынок, у них не хватает терпения, не хватает знаний, чтобы смочь зарабатывать хорошие деньги. В основном новички сливают деньги, даже если на удаче не заработали, все равно они сливают деньги. Не устаем вам повторять, что если вы заходите на рынок криптовалют, когда вы не понимаете, как торговать, первая задача ваша — это открыть книги, посмотреть обучающие видео и начать обучаться. Поскольку на удаче вы много не заработаете или далеко не уедете, ваши аппетиты постоянно растут, и вы можете потерять все, что заработали. Поэтому еще раз говорю вам, начинайте изучать материал. Также видео, которое я запостил, там нету никакого объяснения, это просто видео. Может быть, кто-то найдет какие-то ассоциации в этом видео. Возможно, вам это напомнит свечи, которые постоянно растут. Можете это просто видео открыть и помедитировать, что тоже очень хорошо. Все, что вы думаете, притягивается, и все, что вы визуализируете в будущем, осуществляется. Кстати, многие не понимают, что биткоин очень сильно влияет на альткоины. Это биткоин, он вчера в 20 часов начал идти на коррекцию, но в 21 уже явно свеча вниз. И сейчас восстановилась на 3,89. Если мы откроем любые другие валюты, они будут похожими. Вот мы включим биткоин, но даже если взять восстановление шибы, то быстрее восстанавливается. И взять отрезок 20.00, вот где-то здесь криптовалюта упала только на 10%. И если взять C98, вы видите тоже влияние биткоина, но C98 с 20 часов, вот 20 часов, упал на 14%, то есть больше, чем биткоин, и восстановился на 11%. FTM, то же самое, видите, ситуация. В этом и кроется один нюанс, где 20.00 упала вообще на 22%. В этом и кроется один нюанс, что если вы не понимаете, как торгуется биткоин и будет ли он падать, то тогда у вас есть вероятность всего, что вы можете попасть вот в эту ловушку, где минус 22%, и потом вы уже не зайдете внизу, вы будете ждать, когда же цена вернется к вашему значению. Поэтому ставятся стопы для того, чтобы не было таких ситуаций, и когда цена уже упала, вы спокойно откупаете и зарабатываете свои вот 16%. Давайте еще откроем, допустим, АХС, который все тоже любят, хорошая криптовалюта. Она упала на 14% и восстановилась на 9.34. Ада. То же самое, видите, график такой же самый, 20 часов упала на 14%, 14.69, если точнее быть, и восстановилась на 7.93. Вот, минус 9%. Ом 3.09 и 0.9. И, кстати, интересно, те валюты, которые я указал, что сейчас с ними. IOTX. IOTX USDT. Вот мы видим начало падения биткоина и восстановление IOTX. Вот 22% минус. Это у нас 20.00. IOTX восстановился больше всех на 47%. LPT тоже мы видим падение на 19%,
20.00, правильно. И восстановление на 15% и падение, следующая волна на 15%. То есть с этой криптовалютой как раз вот и не очень хорошо. КП3Р. Тоже хорошо выросла. Падение было, возьмем с 20.00, минус 24%. Но это очень много. И тоже вырос на 28. Если не на фьючерсах торговать, то на споте можно, скажем так, выжить. Но опять, если пропустить продажу в этом уровне, то тогда цена опять опустилась, у вас минус 16%. А если быть точнее, где-то 13.9 сейчас торгуется эта валюта. DAR на Binance торгуется на споте. Здесь мы видим уже коррекцию с 14 часов. Но если посмотрим коррекцию по биткоину, это поздно. 20, вот где-то здесь 20. Упал на 19, на 9,14%, 9,14. И восстановился на 7.75, но сейчас торгуется в районе восстановления 3.23. ENS. ENS восстановилась в начале, значит, упал на 29. Это у нас 20.00. И выросла на около 45-40. Да, где-то 44%. И опять волна на 17,66% минус. И сейчас минус 12,91. Кстати, по поводу ENS. Что я вам хотел показать? ENS. USDT. Как вы видите, у нас торгуется эта криптовалюта на OKEX, Binance, Huobi, KuCoin, Polynex. И в торговых парах USD, Binance. И все. Если мы зайдем на Binance USD, то эта криптовалюта выросла в первые минуты листинга на 291%. Я вам потом расскажу такой момент интересный. И скорректировала сразу на 65% минус. Но потом восстановилась примерно, она была 59, да? Это 1 час, то есть 3 часа. Если посмотреть примерную торговлю уже, когда цена восстановилась, то мы получили бы 57,83% всего. Потом шла коррекция на 31, это тени, и видимая часть 23%. И еще раз мы видим рост на 75%. То есть понятно, да, для новичков, что покупать в первые минуты листинга опасно не нужно. Откупать нужно, когда вы видите разворот, вот он разворот и рост, и продавать, когда вы видите уже подтверждение падения. Я вам рассказывал, как это можно сделать: чертить линии поддержки, сопротивления. Можно сделать фиксированную прибыль. То есть как я это делаю? От начала роста до примерно его конца роста. Вот у нас есть выступающая часть, которая служит поддержкой. И если мы пробиваем его, в основном, видите, цена идет вниз. Здесь у нас следующий есть уровень, примерно 65. И вот как раз уровень этот 65 и послужил зоной поддержки. И уровень 75 тоже следующим уровнем и сопротивления, и поддержки. То есть когда цена выходит выше, это становится уровень поддержки. Когда цена идет в этом уровне диапазоне, мы видим уровень, где много было скопления покупок-продаж, то этот уровень является уровнем сопротивления, который мы, если пробиваем, то идем выше. Так вот, что я хотел вам сказать. ENS USDT. Зайдем в OKEX. И мы видим такую картину, что эту криптовалюту, залистили 9 ноября. Цена выросла не на 117%, на 154% суммарно и на 216%, до 85%. Как видите, цена на OKEX растет. И люди, которые купили на низах, или здесь, они всегда и были в профите. Дальше. ENS USDT. Huobi. Также ее еще раньше залистили. 9 ноября
только раньше, я думаю, чем OKEX. Торговалась с 10 долларов, выросла на 475, потом на 630, потом на 700, и вот торгуется примерно в районе, если от минимума брать, на 664%. Максимум был 758%. Запомнили, да? ENS USDT. У нас есть еще KuCoin. В KuCoin тоже криптовалюта стоила очень дешево, но от 30 долларов за единицу выросла в 19, здесь 193%, и торгуется в районе плюс 151. Понятно, вот эта свеча, ее купить очень тяжело, и в основном, когда листятся монеты, вы где-то здесь можете только купить, или здесь, поэтому никогда не покупайте на листингах. И вот когда вы покупаете, когда цена уже просела, вы видите разворотную модель, то вы можете уже здесь только разработать 51%, а если проспали продажу, то 33%. Так вот, о чем я говорю. 10 ноября это было добавлено на биржу KuCoin. Так, ENS USDT. Polynex. Им не повезло. Добавили 9 ноября, но цена, как видите, торговалась с 360 и пошла вниз до 50, минус 86%. И понятно, люди многие здесь сейчас в минусе. Если взять с нижнего уровня, можно было заработать, если не проспать, максимум 95%. И если проспали, то вы бы заработали 66% с условием, если вы зашли на вот этой проторговке. Вот в этой проторговке. Итак, мы увидели не очень ситуацию на Polynex, KuCoin, и теперь Binance. Был листинг 10 числа. Те, кто торговали с парой USDT, но когда ее добавляли с торговой пары USD, то ситуация, как я показывал, не очень радужная, поскольку ее добавили тоже 10 ноября, и цена взлетела. И здесь мы получили минус 61%. Получается, что более выгодная ситуация была на Huobi и OKEX. Здесь можно было хорошо заработать даже в самом начале листинга. Итак, продолжим дальше. У нас есть крипта CHR USDT. Здесь у нас коррекция с 20.00 до 16.45. Здесь у нас была коррекция 16,45%. И восстановление лучше биткоина на 37%. LRK. В 20.00 у нас здесь. То есть крипта уже начала корректироваться. Но если взять саму коррекцию с биткоином 20.00, как мы брали, и восстановление до 27%. HNT USDT. Корректироваться HNT стал еще раньше, примерно 9 ноября в 10.00. Скорректировался он, возьмем вот этот уровень и вот этот, на 22%. 20.00 падение биткоина, отсюда 12%. И рост на 28%, то есть вырос лучше, чем биткоин. Dask. Здесь у нас тоже самая ситуация. 20.00 падение на 15,65% и рост на 14,96%. И вы тоже должны также анализировать криптовалюты и приходить к какому-то для себя открытию, пониманию чего-то нового. Потому что многие знают эту информацию, но не пользуются. А есть те, кто работает со стопами, они видят это падение, и они понимают, что после такого сильного падения биткоина начинается хороший рост криптовалют. И вот как раз, если они неудачно зашли здесь,
окей, они понимают, что вечного падения нету, они могут докупать, но не на фьючерсах, а на споте, и в итоге получать свои проценты. И этот трейд будет лучше, чем если бы вы пытались торговать где-то в этих уровнях. Не буду рассматривать дальше криптовалюты, вы уже поняли мою идею, то, что я вам говорю. Подписывайтесь на канал. На канале очень много видео сняты про листинги. Посмотрите, если у вас есть еще какие-то вопросы или желание купить на старте листинга. Есть видео про получение бесплатно монет, как их получить, тоже ищите видео на YouTube. У нас есть телеграм-канал, в котором тоже есть информация, разные книги, материал, наши вам советы, и наша торговля также изложена в телеграм-канале. Есть группа телеграм, где вы можете делиться своим видением движения монет и вместе учиться с ребятами. Поэтому спасибо, что смотрите наш канал, поставьте лайк, если кому понравилось это видео, подписывайтесь также на канал, и всем удачной торговли, всем пока.